Народ, всем привет! Это будет новый проект, которому мы еще не придумали название, но думаем, что благодаря вам мы его придумаем. Итак, познакомьтесь, ученик Вячеслав. Всем привет, хорошего дня. Хочу поделиться с вами радостной новостью. Мой путь в ювелирном деле шагнул вперед большим-большим шагом. На днях позвонил Олег Маргун и сказал: приезжай ко мне в мастерскую. Народ, хочу поблагодарить вас всех за поддержку в голосовании. Спасибо большое от души. Еду сегодня вот к Олегу. Всем привет. Спасибо большое, Олег. Я тебя не подведу. Буду работать, не покладая рук. Всем привет. Расскажи немножко о себе, вот какое ты имеешь отношение к ювелирному делу, ювелирному искусству, что ты умеешь делать, что ты не умеешь делать. Давай, колись, рассказываю аудитории, а то тебя никто не знает, не верит, меня уже немножко знают, там уже примелькался, а ты вот расскажи о себе. Ну, мне 37 лет, зовут меня Вячеслав, сам я из города Люберцы, Подмосковья. Больше в ювелирном деле ничего не умею. Большую часть жизни свою отработал сборщиком металлоконструкций, там, водителем. Ну, как жизнь шла, так и работы были, семья, дети, 2 детей. Вот благодаря Олегу на мои не комментарии, а на мою просьбу вот ответил, люди проголосовали, спасибо всем большое. Вот решили сделать новый проект с его помощью. Что еще рассказать? Покажем, как двигаться, как учить, как я бы учил бы людей. Это опять же я показываю, это не призыв к действию, это я показываю, как я учу людей. Вот как бы я учил бы, то есть, ну, грубо говоря, если вы, например, вы были бы, да. И, кстати, те, кто пишет в комментарии нечестно, надо было сделать голосование, надо выбрать было людей и так далее и тому подобное, это все будет, мы к этому идем. Это, грубо говоря, пилотный проект. Итак, у нас, ну, как бы, чтобы было понятно, ради чего вообще все это здесь собралось, помимо того, что обучение и все остальное, мы решили добавить перчинки в этот проект. Это поставить первое, это срок. Срок мы, как и договорились с Вячеславом, будет у нас 1 марта 2020 года. Что до этого периода он должен уже научиться делать? Первое. Он должен научиться делать 6 видов плетений. 6 видов плетений. Это самые основные базовые плетения, которые делаются, ну, то есть постоянно продаются, ну и как бы делаются, ну, не знаю, легко, просто, это от людей зависит. Первое — бисмарк. Второе — роза. Третье — якорь. Четвертое — лисий хвост, во все его разновидности, собранный, квадратный и так далее. Я не буду это отдельно писать, то есть, ну, чтобы там для количества. Нет, лисий хвост. Московский бит и тадан, вишенка на торт, плетение шапард. С чего мы стартуем? На сегодняшний момент я выделяю Вячеславу 100 грамм серебра. Вот это. Далее. Мы это все сейчас фиксируем. Это примерно равно на сегодняшний момент, опять же, 4000 рублей. Зафиксировали 4000 рублей. Далее, он будет пользоваться всем оборудованием в мастерской. Вальцы электрические, ручные, горелки, плавилки и так далее. Он будет, ничего не покупать не будет, я ему все это буду давать. При этом буду обучать. Третье, давайте цель. Ну, прям самое интересное, мне вот это больше всего нравится. Это к 1 марта 2020 года он должен с этих вот 100 грамм сделать 50 тысяч рублей. Каким образом? Сделал изделие, продал через свои соцсети, через свои... Да, он будет, как бы, я буду его консультировать, подсказывать и так далее. Если, например, вы захотите приобрести, напишите в комментариях, он, конечно же, вам ответит, скинет там свои, там, свой Инстаграм, и там будет происходить общение. И должен таким образом заработать 50 тысяч рублей, но при этом еще плюс мне вернуть 100 грамм. То есть должно быть чистыми 50 тысяч рублей. Ну, а если он это не сделает, Вячеслав, вам слово, тадан. Если я не сделаю 50 тысяч рублей, как вы договорились, я
которые деньги будут на тот момент в кассе, я их разыграю среди подписчиков, кто смотрит канал, будет смотреть эту серию. Название проекта мы еще придумаем с вашей помощью. Да, вы пишите, кстати, в комментариях, поставьте на паузу и напишите какой-нибудь прикольный трэшовый комментарий, чтобы вот чтобы вот прям зацепило. Так вот, будет выглядеть так. 50 тысяч рублей нет. Какая сумма будет? Я забираю свои 4000 рублей. Это как обучение, как, ну, то есть вот это, ну, свое, да? А оставшуюся сумму мы разыгрываем среди вас. Как это будет, мы придумаем. Ну, ближе к делу. Давайте не будем. Ну, я все равно считаю, что Вячеслав достоин поддержки. Я думаю, поставьте лайк. Он уже и так боится. Поэтому давайте его подбодрите. Напишите ему в соцсетях. Там будет ссылка в описании на его инстаграм. Слава, у тебя все получится. А мы начинаем. Погнали. Первым делом мы готовим тигель. Зажимает он в такие специальные приспособления, которые держит тигель. Зажимай давай. Плотно, при этом, чтобы не сломать сам тигель. Он, аккуратно, он хрупкий. Все, он держится. Теперь наша задача забурить этот тигель. Каким образом это делается? Берешь, поджигаешь горелку, нагреваешь до красна и потихоньку сыпешь буру в разные, чтобы... И задача такая, чтобы как будто стеклом покрылся этот сам тигель. Итак, делаешь сам. Горелка у нас обычная бензиновая горелка. Вот там вот в шкафчике стоят два бачка, вот они. Бензиновый один, основной, куда заливается бензин, второй, чтобы для страховки, если что, переливаться будет лишний бензин, чтобы не загорелось. Вот так это все выглядит. Компрессор обычный, бесшумный. Итак, мы начинаем запуск. Зажигалкой. То есть, открываешь кран. Включил. Начинаешь нагревать. Начинаешь нагревать, флюсовать. После того, как ты зафлюсуешь, не выключай ничего, высыпаешь металл, плавишь и отливаешь в изложницу. Изложница у нас вот она. Наша задача вырыть ровную такую палочку, вот четкую, вот сюда, вот в такой квадрат. Держи зажигалку, держи горелку, приступай. Нагреваю и... Я тебе уже все объяснил. Высыпаешь металл. Закрываем компрессор, да? Сколько бензина заливаем? Ну, да, вот это все выливай. Смотрите, первое, что у нас не получилось, это нужно было вытянуть, эта отливка 100 грамм влезла бы вот в изложницу, и все было бы хорошо. Но у нас получилась вот такая вот штука. Это может быть из-за чего? Первое, не прогретая изложница. Второе, нужно было ее смазать. Смазать и хорошенечко промазать. Чем мы смазываем? Либо воск, либо машинное масло. Сейчас берем, смазываем и плавим заново.
опять не получилось. Прогрей по-человечески и смажь, прям обильно смажь. Я нормально То есть смажу. берешь, прям смазываешь, чтобы аж плавала здесь вот эта хрень. Вот прям, чтобы она там плавала. И резче надо, резче переворачивать. Ну вот совсем другое дело. У нас получилась вот такая отливка. Это уже третья попытка. Но кто кто ничего не делает, тот и не ошибается. Вот будет так сам постоянно делать, чтобы дойти и стать мастером-ювелиром. И делать крутые цепи, как я. Держи. Оставшийся металл сплавь просто в шарик или отлей обратно, то есть оставшийся. А этот кидай в отбел и будем. Ну то есть тебе металл учет нужно вести. Смотрите, отливка прошла, можно считать, успешно. С третьего раза, но прошла. Дальше наша задача, точнее твоя задача, моя задача тебе объяснить, а твоя задача раскатать. Твоя задача раскатать на вальцах. У нас есть электрические вальцы, но это для слабаков, точнее для высший уровень. А наша задача научиться чувствовать металл, и это все мы будем делать на ручных вальцах. Наша задача теперь сначала первым делом вот этот вот горбик пройти, чтобы он, раскатать его таким образом, чтобы он не мешал, не расслоился в дальнейшем, чтобы это дальше не повлияло на качество проволоки. Это я объясняю тебе. Наша задача теперь, то есть мы разводим наши вот эти губки до тех пор, пока вот оно уже прямо аж вот пролазит, да? И начинаем потихоньку сводить, катать. У нас получается, мы катаем в одном положении, то есть вытащили в другом положении. То есть мы, получается, с одной стороны прижали, вытащили, прокатали, с другой стороны прижали. И таким образом мы катаем до, скажем, проволоки. Давай, например, до бруска 2 на 2. Да, кстати, мы еще не определились, какое плетение делаем первое. Я начинал свой проект с лисьего хвоста. Кто-то начинал Имат начинал проект с бисмарка. А мы начнем с плетения роза. Тадам, женское плетение, оно очень похоже на снежинку. И в преддверии Нового года, как нельзя кстати, порадуем нашу самую прекрасную аудиторию. Да. Ну и пойдешь жене хоть похвастаешься, скажешь: жена, смотри, какие я браслеты научился делать. Итак, полный вперед. Я объяснил, катаем. Значит, мы первый проходим до конца, сжимаем, отжигаем. Дальше мы проходим раз, два ручья, отжигаем. И потом дальше доходим до 2 на 2, отжигаем. Вперед. Вращаем на 90 градусов. Раз, 90 градусов смещения, 90 градусов смещения. Больше не надо. Нелегкая эта задача. Я уже припотел. Ты работаешь на литейном, то привык к жаре. Катал проволоку. Сейчас буду отжигать. Скажу, что проволоку катать дело не из легких. Вроде бы одно деление прошел, а довольно-таки уже пот выступил и тяжело. Руки грязные все. Олег, отжигать до какой степени? Отжигать проволоку. Проволоку отжигаем до цвета малинового цвета. То есть он просто нагрелось, стало малиновым и перестаем. Даже вот начинаем отсюда и вот просто вот под углом направляем пламя туда, чтобы оно как раз здесь оно греется и дальше пошло, и сюда быстрее пройдет.
Кажется, я себя немножко подпалил. Запах паленого пошел. Смотрю, соседи горят. А, думаю, это не шашлыком пахнет. А теперь ее в воду. Да, теперь вот остужать прям в воду. Не надо ни в какие кислоты. Пока еще все это только заготовка, поэтому в воду. Аккуратно, не сожги этот таз. Ну, вроде бы холодно. Вперед, давай этот самый, дальше катаем. Катаем еще 2 отделения, катаем и снова отжигаем. Помягче пошел. Вначале может показаться, что я над Славой издеваюсь, но я считаю и уверен, и мне в этом вряд ли кто-то переубедит, что вначале нужно почувствовать металл. Что такое, как бы, ну, то есть что такое жесткость металла, что такое отожженный металл, что такое нагартованный металл, до какой степени катать. Электрические вальцы вам этого не дадут. Это уже вы можете двигаться с электрическими вальцами дальше, когда уже вы уже все почувствовали, уже какой-то небольшой у вас опыт есть. Это просто ускорит вашу работу, но ни в коем случае не заменит вот эти тактильные ощущения, до какого расстояния, до какого шага, то есть сколько шагов надо катать. Это все придет с опытом, и этому помогут ручные вальцы. Продолжаем. Слав, ты, если у тебя будут в процессе возникают вопросы, ты вообще задавай. Что, как, почему. Не надо там думать, что ну, просто задай. Да, просто задавай вопросы и не. Вот сейчас прогонял и заусенец вот получился. Ну, вот этот заусенец маленький он отвалился, а в целом, ну, здесь критичного я ничего не вижу. Ну, нет, все хорошо. Это просто, ну, видать, что-то попало там в вальцах и так далее. Здесь нет ничего такого, то есть просто это налипло в вальцах. Катая, здесь ничего такого нет. Хорошо. Мои первые километры проволоки пошли. Надеюсь, будут не последние. Откатаем не 1 десяток. Докатал до 4-го ручейка. Теперь моя задача 2-й раз ее обжечь, чтобы дальше приступить к прокатке. Сворачиваю ее. Плотнее, просто еще плотнее. Вот, да. И вот так вот теперь обвиваю вот этот вот круг. Все, хорошо. Теперь отжигаю, только помни, что может вот так выстрелить. То есть вот, ну. Обжигаю также под углом. Просто ты водишь вот пламенем, да, 90 горелка, градусов ну да не важно, 90, не важно, просто ты пламенем не держишь вот так вот и когда нагреется, а просто вот начинаешь двигать, то есть вот равномерно разогреваешь постепенно. Как покраснело, так все. Проводи, просто не увидел. Да, вот так вот, да. После обжига она, конечно, мягче идет через вальцы. Какой-то диаметр проволоки? 1,7. Смотри, прокатай еще до, ну скажем, 1,3 на 1,3. Кстати, мы будем сейчас делать плетение роза, расчеты. Проволока 1,0 на 4,4. Это примерно будет 20 сантиметров, 22-23 грамма. Для этого нам нужно примерно 25-26 грамм проволоки.
Короче говоря, мы всю эту проволоку делаем в единицу, намотаем нужные 24 грамма нам для розы, остальное оставим и будем потом делать следующую цепочку, пока остановимся на розе. Все, понял. Вперед. Ну вот видишь, вот оно передавлено. Ага, чтобы, короче... Да, я просто думал побыстрее делать. В тех вальцах в электрических так можно сделать, а в этих не Там получается. шаг Ну, это- меньше, да? Или что? Там, да, там просто больше ручейков между ними, поэтому, соответственно, просто берешь, так наматываешь, и он сзади раз крутит, и там 5, там, 3 точно пройти можно ручья. С кривого стартера заводим. ГАЗ-53. Вот тебе пригодилось этот самый, как профессия. Облучение, да? Кривого стартера. И потом докатаешь, ну, в другую плоскость прокатаешь, да, и все, и отжигай, и будем тянуть. Хорошо. Пускай будет четкая у нас, четкая полированная проволока. Для розочки это важно, чтобы она прошла там не 5 ручьев, а там пускай будет там 8 ручьев или 9 ручьев. Что она нужно, чтобы она полирована была, чтобы внутри дальше она... Тут ручей или когда проволоку тянуть? Когда проволоки, ну, это самое отверстие, эти фильеры. 4. Все, короче, давай докатывай, сматываем, отжигаем и дальше будем, ну, тянуть проволоку. Сейчас задача отжечь, но так как уже проволока тонкая, нам нужно не спалить. Делаешь все то же самое, что ты и до этого делал, но потом перехватываешь вот плотно медью. Меньше диаметр круга делаем, да, меньше, ну вот такой вот. И нам нужно будет еще отбеливать, в смысле во флюс бросить, а потом зафлюсовать, а потом дальше уже отбелить, чтобы она была четенькая, ровненькая, беленькая. Просто намотай круг. Да, вот так. А потом перехватывай только. А вы думали, ювелиром стать легко? Вот так вот. Не будет? очень легко. О, футболка вся мокрая. Получается 2 в одном. И фитнес, и ювелирка. Кто хочет Заработаем сам денег и исправим фигуру. Обращайтесь. Как раз Олег таки- фитнес-тренер. Супер тренировка от Супер Олега. Кардионагрузка, силовая нагрузка, восстанавливающий массаж. Олег прокачает абсолютно все мышцы в вашем теле. Прям плотно обматываешь. Прям плотно, да, вот так. А для чего это? Чтобы не спалить проволоку. Ты сейчас ее просто, она сейчас у тебя вот просто элементарно вот дотронешься этим пламенем, она прям свернется. А твоя задача, чтобы ты, во-первых, отжег, и ты сейчас будешь тянуть длинную. А так она может перегореть, там, что угодно может случиться с ней. А так ты сейчас плотно свалишь, получается как единый брусок. И проще тогда отжигать. Да, это там чуть-чуть дольше по времени потратишь, но при этом сэкономишь, ну просто заново не придется тебе переплавлять. Не заново крутить. Да, вот я думаю, что не очень понравилось. Так что давай. Вот эту часть аккуратно, видишь, она тебе все равно не схватилась. Вообще, как в идее, вот в идеале вот так вот. Вот эту часть прям вот мягким пламенем проходишь, аккуратно отжигаешь. А где борная? Нет, вот в этот самый, вот сюда макаешь.
7 days and 7 nights. I haven't seen you for a while. You got me thinking, you got me lost in translation, I'm feeling gone. But for now. Подбел, пусть полежит чуть-чуть, чтобы пока вот разъест эту всю борную кислоту, ну, остатки флюса, которые вот как стекло стали на том самом, на проволоке. И он даже съест. А флюс мы зачем делаем? Чтобы предотвращаем вот, зачем флюсовать? Действительно хороший вопрос. Серебро у нас содержит серебро и медь. Серебро сам по себе драгметалл, он не окисляется, окисляется медь. Чтобы, собственно говоря, вы пишете, вот мне почернела цепочка или еще что-то, именно окисляется вот медь. Так вот, если мы сейчас будем отжигать, то проволока становится черной. И происходит естественная реакция со средой, и получается такая некрасивая черная проволока. Ее потом сложно отбелить и так далее. Поэтому мы хорошо флюсуем проволоку, и тем самым оберегая ее. И после того, как мы ее отожжем и отбелим, она будет у нас беленькая, четенькая, как настоящее серебро. Сколько должно оно отбеливаться? А ты увидишь сам. По времени все... Во-первых, она должна быть горячая, лимонная кислота, да? Да, кстати, забыли сказать, что отбеливаем в лимонной кислоте, обычно, которая продается вот в обычном магазине. Вот мы такую используем. Отбеливаем до тех пор, пока она не станет равномерно белая. Вот всякие пятнышки какие-то могут быть, они должны уйти. И тем самым вот это показатель того, что стоп. Ну это примерно там, ну я не знаю, там 5-10 минут максимум. Дальше все очень просто. Разматываем проволоку. Во-первых, высуши ее. Вот там у нас есть фен. Феном высушиваем проволоку. И начинаем, затачиваем кончик. И начинаем тянуть ее через филерную доску. Смотри, я тебе сейчас покажу, как затачивать на вальцах на медной проволоке. Ты берешь, его сводишь до конца, раз, вернул, другой стороной раз, вернул, потом берешь меньшую сторону. И у тебя получается, как будто бы затачивается, видишь? То есть получается сужается аккуратненько, а здесь уже основная. И вот ты вот за этот кончик будешь тянуть, и она у тебя станет круглая. Вот твоя задача сейчас заточить, ну только не до конца, не до последней, а до предпоследней. Ну чтобы просто сейчас можно было уже тянуть филерную доску. Хорошо. Теперь задача сделать проволоку круглой. Первым делом мы находим то отверстие, через которое мы первую протаскиваем. Ну, то есть подбор это таким образом, чтобы она не пролазила. Ну, то есть едва-едва, вот прям с усилием таким. Что-то не вижу. У нас идет отсюда. В эту сторону. Получается вот меньше. Что? Не понял, какую сторону? Да. Ну, например, вот на вот этой остановимся. Вот. Ты протаскиваешь и смазываешь, при этом смазываешь воском. То есть ты протянул метр, смазал, протянул следующий метр, смазал, протянул, смазал. И таким образом у тебя будет, получается, смазываешь воском всю проволоку. А дальше ты идешь, протягиваешь ее до диаметра 1,0. Это где у нас 1,0? Сейчас. Ну, в общем, вот. До диаметра 1 на вот. Смотри на это, обращай внимание, чтобы она у тебя распутанная была.
А то потом порвешь, и будет тут куча у тебя этих кусочков. Вот, может быть, вот в этот туда втянуть. Здесь вот четко все видно. Это через какое отверстие ты тянешь? 13. 1,3? Да. Ну вот, тогда вот давай вот сейчас поменяем на вот эту маленькую. Здесь все четко вот пробито. Все вот 1,3, и вот ты дотащишь вот несколько отверстий до единицы. И она подовее, у нее лучше эти. Коэффициент на розу 4,4, то есть вы любую проволоку, диаметр проволоки, там 0,8, 0,7, 0,5, неважно, умножаете на 4,4, это будет, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, это будет самый правильный расчет. В нашем случае это проволока диаметром единица, соответственно, мы берем ригель 4,4. Вячеслав пошел выбирать, копаться в ригелях. Оно? Да, оно. Мы нашли нужный ригель. Вот 4,38. Ну, в принципе, нормально. Далее мы зажимаем наш ригель. Далее берем проволоку, вставляем, сгибаем и начинаем потихонечку накручивать. Плотно, задача, вот чтобы плотно все шли вот эти вот витки, плотно, плотно, плотно. Ну, здесь ничего сложного нет. Намотай вот одной вот такой штуки, одной намотки вот этого достаточно для того, чтобы сделать браслет. А остальное просто смотай аккуратно и положишь для следующей цепочки. Можно просто вот сюда вот затянуть проволоку, вставляешь проволоку через кожу и зажимаешь. И теперь накручиваешь, оно двойной эффект получается. И полируется проволока. Хватит, Николаш. Вполне. Вот намотал первую проволочку на ригель. Ощущение, как сказать, ну это нелегко. Причем очень нелегко. Плавить жарко. Прокатывать через вальцы тяжело. Спотел вся. Футболка мокрая, как будто сходил в тренажерный зал. Олег уже это говорил. Так тяжело, руки вон грязные. Это не чистая работа. Я думал, всегда ювелиры сидят в чистоте. Нет, я ошибался. Это было ошибочное мнение. А так тяжело, но будем идти вперед. Я уже откатал один раз проволоку, откатаем еще раз. Все. Объясняет Олег все доходчиво. Кто хочет понять, тот поймет. Чтобы пока ничего сложного не было. Правда, надо запомнить все последовательности отжига проволоки, что через каждые 2 ободка на вальцах надо проволоку отжигать, и прежде чем протягивать через
Забыл, как пока она называется. Правильно. Тоже надо обжигать проволоку. Так, все нормально, будем стараться, все получится. Первые шаги начинающего ювелира, Вячеслав, да? Вот получился первый этап. Первый этап это возьмем заготовка. Ну вы все сами видели. То есть у человека с первого раза, конечно же, не получалось. Может быть, действительно, я что-то неправильно объясняю, недоходчиво объясняю. То есть, получается, на самом деле учимся и я, как преподаватель, да, и он, как ученик. Ну, на самом деле, вот проволока сделана, на самом деле, на 5. Ну, реально на 5. Если же он так будет дальше продолжать, четко слушать и выполнять указания, я уверен, что у него все будет получаться. И будет получаться очень даже неплохо. Ну а там жизнь покажет. Самое главное, чтобы он не сдался. Потому что цель поставили очень серьезную. И когда он ее узнал, ну, у него округлились глаза. Думал так, типа, приходить, ля-ля, ну, то есть это как по фану. А когда уже именно деньгами ты своими рискуешь, ну, заработанными деньгами, которые кровью и потом, да, то есть там удачами, неудачами. Вот тут очень хорошо задуматься. Я думаю, что мы правильно поставили цель. Я думаю, что, значит, если еще зацепило, то мы обязательно к ней придем. А там посмотрим. Смотрите, собрали мы, ну, сделали такую пружинку. Теперь больше даже для тебя. Наша задача раскрыть ее. То есть раскрыть мы берем дальше вот эти вот гвоздики всякие разных размеров, диаметров. И пытаемся вот подобрать, значит, задача какая? Вот у нас проволока, да? Между ними должно быть расстояние такое, чтобы мы могли спокойно потом в дальнейшем поддевать звенья, то есть собирать цепочку, плести. То есть вот этот не подходит, потому что очень-очень близко получается. Вот это такой же, тоже маленький, я посмотрел уже. То есть нам надо что-то посерьезнее раскрывать. Вот этим вот, наверное, гвоздем, пожалуй, мы и... Сейчас посмотрим. О. То есть вот наша задача. Вот так вот раскрыть равномерно по всей длине, пройти все самое. То есть ты просто берешь, прокручиваешь, этот гвоздь держишь в руках, а эту прокручиваешь. Вперед. Товарищ, я так понял, разводка должна быть, как если проволока у нас 1,0, чуть побольше. Чуть-чуть побольше, да, чтобы ты мог просто задевать, продевать, одевать, ну, то есть именно собирать. Ага. Ну, знаешь, ты сейчас поймешь, дальше двигайся и все увидишь. А сколько раскрывать? Всю? Всю полностью, абсолютно. Принцип сборки здесь как и у Бисмарка. Значит, ты берешь, скусываешь вот этот вот хвостик. Дальше берешь, считаешь 1, 2, 3, 4, 5. Пятую ты скусываешь чуть-чуть по диагонали в сторону. Скусил? У тебя получается это звено. Следующий считаешь тоже 1, 2, 3, 4, 5. Скусил. И таким образом ты накусываешь вот эти вот пружинки. Это у тебя будут звенья. Дальше у нас последует сборка. Эти звенья нам необходимо собрать в браслет. Ты берешь одну пружину, сжимаешь и вкручиваешь вторую пружину. Вот так вот просто вот получается одна должна зацеплена быть за другую пружину. Все звенья получаются? Нет, вот первое, это первое. Вот так вот делаешь. Второе звено ты берешь, поддеваешь за два вот эти вот, за два звена,
ой, за две вот эти проволочки, и вытаскиваешь. Неудобно показать. В общем, тебе нужно вот сюда вот. Через 2 продеть, да? Под две. Под две. Да. Вот берешь круглогубцы. И тогда вот. Ага. Раз. Вот таким вот образом. Поддеваешь. Раз. Два. И третий раз прокручиваешь, выводишь вот эту штуку, ну вот не зацепляешь за эти, а просто в сторону. И вот таким вот образом доводишь, вот чтобы вот так вот было. То есть у нас получается 2 соединены, зацеплены за 2, а вот эти вот усики, вот эти по бокам, да, ну то есть вот эти проволочки, они просто вот так вот держат. То есть вот так вот должно получиться у тебя. То есть сюда просто первое вкручиваешь, второе так, и второе, и третье, и следующий вот так вот собираешь друг за дружкой. Чередуем. Да? Чередуешь. То целиком вкручиваешь, то под 2 вот эти вот. Ну, ты начинай, если будут вопросы, давай, задавай. Хорошо. Бери круглогубцы и давай начинай собирать. Первое, друг за дружку собрал. Да. И доводишь так, вот, чтобы вот эти вот усики, да, туда вовнутрь, все вовнутрь были, да. Поджимаешь там. Вот так, да. Именно. И второй тоже так же поправишь. Вот это. Да, вот это, да, чтобы вылезли, чтобы вот сейчас заправь туда их вовнутрь. Вот. Вот это первое звено. Следующее, нам цепляешь, вот у тебя вот оно раскрылось, да, и ты цепляешь, вот как раз, получается, поддеваешь вот эти 2. Да. Нет. Вот. Совершенно верно. 2 оборота делаю. Да. Раз. 2. И 3. Да. Выводишь, да. Вот так вот. Совершенно верно. Вот. Вот, получается, покажи на камеру, как это должно выглядеть. И сейчас следующее звено Теперь обратно друг за... делаю Да. 4. Вот как первое, да. Вот. Друг за дружку, да, совершенно верно. Собирай целиком браслет, так как нам нужно 20 сантиметров, то есть у тебя полотно должно быть, ну, хотя бы сантиметров 17. А может быть там 17 нет. Да, где-то 17 сантиметров. Потом оно чуть вытянется там и так далее, поэтому и получится у нас... Короче, все собирай звенья, которые у нас сейчас здесь есть. Начал вот собирать цепочку плетения розы. Олег показал, ну, вроде бы, я думаю, это несложное плетение. Вроде бы все понятно. Режется по 5 усиков по диагонали и проводится туда вовнутрь и через 2. Вроде бы все, пока все понятно. Не знаю, сейчас сделаю кусочек, покажу. Правильно, неправильно. Если что, разберу, буду заново делать. Вроде бы пока все идет нормально. Правда, уже пальцы начинают болеть. Все-таки это мелкая моторика, скажем так. Это посидел вот полчаса уже, и спина болит, и пальцы болят. То, что
ручки грязные, извиняюсь. Но как-то так вот. Я думаю, получится все. Вот надо вот тут вот расцепить. И вот так через 2 звена. Ноготочком чуть-чуть. Опа. Проходит. Подожди, дай я гляну сейчас. Ну вот, смотри, вот этот вот, у тебя вот здесь вот ус вылез, его нужно заправить обратно. И мне кажется, что это длинный ус, хотя нет, нормально все. То есть только вот, смотри, сейчас подожди, я сейчас просмотрю еще. Вот в одном месте вот этот ус, видишь, вот не заправленный. Во внутренний зашел, да? Да, ты просто заправь его и все. Может, он просто выскочил. Ну, это еще перед пайкой проверим. А так, в принципе, вот. Получается неплохо. Ну, так как надо. 17 сантиметров, да, дерево? Собирай все. Вот все, что есть, все собирай, да. А как его поправить? Просто вот, на месте туда чуть отвести. Да, чуть-чуть отведи в сторону и туда Да. Да, чуть-чуть прокрути. Вот, все, хорош, сильно не деформируй. Вставил туда ногтем. Ты б руки сполоснул бы. Ювелир — это не чистая работа. Ну а как ты думал? Это так в фильмах Это в показывают. фильмах, да. Теперь я на собственной шкуре тут попробовал. Что хоть бы убрался, да? Ну ты сам посмотри. Недалеко, правда? Нет, нормально. Нормально? Ну ты подпаяешь, и он будет держаться. А, ну хорошо. Все, Николаевич, я собрал. Ну вот это последнее тоже не нужно. Это получается ползвена. Зря вкрутил. Да. А есть вообще где куски металла? Вот что остатки. Теперь наша задача пропаять. Пропаять, для этого нам нужно сделать припой. Серебряный припой. Вот будешь сейчас делать первый в своей жизни серебряный припой. Как он делается? Вот мы берем серебро 925 пробы, вот этот лом, да? Да. То, что нам не пошло там, и это самое. И добавляем, сейчас я покажу, как 40% латуни. И получается, ну, перемешаем, отольем и сделаем припой. Ну, раскатаем, вытянем проволоку. Так что вот вперед готовить. Высыпаем. Считай, 6,06 плюс 40%. 8,48. и вот это вот недостающее сюда добавляешь вот латунь. Высыпаешь, ну, в банку обратно и плавить. Ты плавишь в этом же тигле, только мягким-мягким пламенем. Почему? В латуни есть цинк, который может выгореть. Твоя задача просто это все дело аккуратно сплавить и отлить очень быстро, то есть, чтобы не выгорел цинк. Это как раз тот ингредиент, который дает текучесть в самую тонкую, вот эту вот, в самую узкую сюда вот отливать, чтобы меньше раскатывать было. Жесткое плавание. Да, еще. Вот так, да. Ее грею так же, как. Да, греешь так же, все то же самое делаешь, только этот самый. Немножко так. Только делаю прикол.
А как часто надо бурой поступать? Сейчас у тебя налет появился сверху, тебе нужно его убрать. Бурой, у тебя бензин заканчивается, поэтому ты не сплавишь так. Сделай заново, залей бензина. Идем в бензин. Только, кстати, припои там надо отжигать тоже. Да? И его надо очень аккуратно отжигать. Он может, ну, то есть он же меньше температура плавления, его надо очень деликатно отжигать. Вот лучше, когда, пока он толстый, отжигай, а когда он тонкий, не надо не трогать. Ладно, хорошо. Seven days and 7 nights. I haven't seen you for a while. You got me thinking, you got me lost. Lost in translation, I'm feeling gone. Так как проволока у нас на браслете 1 миллиметр, то припой Олег сказал сделать где-то 0,7-0,6. Но он сказал, лучше сделать, конечно, 0,6. Легче, говорит, паять будет. Вот делаем припой с проволокой 0,6. Сейчас вот еще на вальцах чуть-чуть его протащим. И дальше надо будет обжечь, правда, сказал, что припой сложнее обжигать, так как он мягче. Но мы постараемся сделать все красиво. Самое главное — старание. Без старания ничего не получится. При обжиге припоя также надо проволокой обматывать. Конечно. Но здесь, смотри, мало того, что нужно обмотать, и его нужно прям аккуратно прогревать, потому что этот припой, он просто сейчас сплавится. Это, у него температура плавления выше, ниже, чем у обычного металла. Поэтому аккуратно перемотай и отжигай. Хорошо. Также утягиваем, как сказал Олег, должен быть как стальной трос. Жила стального троса многослойная. Также и при обмотке, при обжоге любой проволоки сначала надо ее смотать как трос. Так он сказал правильнее, чтобы не сжечь ее. Вышел удачно. Обжиг припоя прошел удачно. Вроде бы ничего не спалил, слава богу. Теперь осталось только за маленьким протянуть. Теперь самый интересный процесс. Это пайка. Вот смотри, получается у нас, вот если в сечении посмотреть, как будто вот отсюда, это ромб. Вот эта сторона, ну то есть получается шире, уже, да, то есть вот если вот посмотреть, вот так вот уже, вот так шире. Правильно? Ну вот смотри, вот посмотри вот. Ну, то есть вот эта часть вот широкая, вот так вот узкая. То есть мы паяем по широкой стороне. Значит, вот тут. Значит, вот этот вот стык, где
получается вот здесь вот. Раз, 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 раз. Для этого мы берем, сейчас все полностью макаем во флюс, припой и нагреваем звено. Нагрели звено, потом переходит кончиком пламя сюда и подносим припой и паяем. Нагреть вот, ну, чтобы белого там не было внутри, там этот самый налет. Не налет, а кристальчики. Вот тут включается. Да, давай. Первое, сейчас пофиг какое пламя, сейчас самое главное. Все под контролем. Но... Все контролирует. Только аккуратно, чтобы не повылазили усики. То есть вот ты макаешь, но сильно не сжимая, оно не спаянное. Получается, он еще может сыграть, и усики повылазят, и все. То есть... Руками можно? Да, да, ну естественно. Что, теперь выкладывай? Вот широкая. Да? Ну вот, да, вот эту вот часть, вот эту. Да, вот так вверх. Нормально? Да, отлично, иголка вообще сама оно. Теперь греешь звено полностью, целиком звено греешь. А потом подносишь, вот именно вот оно все нагрелось, подносишь припой. Момент, когда вот еще. Давай. Не, еще нагревай, сильнее грей. Он прям красным должно быть. Во-во-во. Вот так, да? Еще. Вот. Ну, теперь только нагрей еще сильнее, чтобы растекся припой. Вот надо сюда добавить буры. Все, нагрей, пускай еще сильнее растечется. Все, хорош. Теперь следующее, вот сюда. Вот сюда, да? Да. Не, нагревай. И потом подноси. Ты вот, оно, видишь, флюса мало, и поэтому оно не растекается, он не дает. То есть для серебра это очень важно. То есть смотри, грей. Сейчас так растеклось. Грей. Не, здесь ты вот сейчас разогреешь, вот сюда вот теперь. Другую поехали. Да. Ну сейчас подожди, он сейчас нагреется. Не, еще рано. Видишь, оно еще даже не закипело, вот этот плюс. Должно вот такое покрываться белым налетом. Ты прям кончиком отведи чуть-чуть горелку вот назад. Вот так? Да, чтобы именно кончиком касайся вот это вот место спая. Бери, держи. Нагревай. Прям сильнее нагревай вот эту часть, вот всю часть. Вот. Не только вот, да, вот так вот, ага. Не, еще вот. Вот, видишь? И вот так проходи всю всю пропаивай. Все полотно. С одной и с другой стороны. Калаш, я пропаял, посмотри-ка. Вот смотри, вот здесь нужно разогнать припой, вот здесь вот. Ты просто немножечко, то есть он ляпнул припой, но он не растекся. Он, скорее всего, может сломаться, когда мы сейчас будем выгибать. Все, гуд. И последнее звено ты с одной стороны пропаял, а с другой стороны не пропаяно. То есть получается вот здесь в серединке просто нагрей его, чтобы оно там растеклось хорошо. Вот. А второе, подпаяй просто заднюю часть. Ну, вот найдешь, видишь там, да, вот он такой, как усик такой торчит, да. Ты просто сейчас флюс махни, нагрей, подпаяй просто вот эту в серединке. Вот тут, да? Угу.
Ну все, ты испортил уже звено. Перегрел. Ну, ладно. Что теперь делать-то? Бля, теперь хватит длины теперь? Мы ж под длину делали. Че, уже все? Ну, все, не все. Это косяк. Ну, это тебе косяк в том, что тебе повезло, что он последнее звено, вот мы сейчас выкусим. Блин, ну все равно обидно. Обидно. Короче, бери в отбелки, дай, отбеливай. Вот звено, которое ты запорол, ну, за него зацепили, пока ничего не трогаем. Твоя задача сейчас вот на винтик прицепить, вот так вот прикрутить штуку эту, ну, вот саму заготовку, и сейчас я покажу, что надо дальше делать. Да, ну, примерно так. Смотри. Теперь вот ты паял вот здесь. То есть, получается, тебе нужно вот так вот по чуть-чуть просто поджать каждое звено. Чуть-чуть натяжку тянешь и поджимаешь по чуть-чуть. Потом мы выровняем. Понял. То есть вот так вот примерно должно быть. Не сильно сжимать, а именно чуть-чуть сжимать. Слегка. Слегка вот поджал, чтобы оно сейчас дало направление, а потом дальше мы еще протянем и будет этот самый огонь. То есть у тебя твоя задача сейчас пройти полностью этот самый. Ну вот только натяжку ты тяни, чуть-чуть тяни. Оно вот сейчас будет, должно раскрываться. Ты это пережал. Это много. Вот посмотри, я как. Вот смотри. Как я сделал. Видишь? И вот ты сильно вжал. Оно вот так вот должно потом стать. По чуть-чуть поджимай. И при этом натягивай, чтобы у тебя все вот эти вот раскрывались, чтобы они вот каждая была идеально ровная. То есть вот это похоже на эту, это похоже на эту, то есть все они были одинаковые. Теперь снимаешь. Ну вот, оставляешь на вот этой на медной штучке. Пойдем протянем. Теперь своего рода тебе нужно откалибровать. Калибровать каким образом? Тебе нужно протянуть будет таким, ну так чтобы ну, все они были вот по ширине одинаковые, то есть по толщине одинаковые. То есть что ты делаешь? Ты берешь, равномерно поднимаешь, обе одновременно крутишь и проверяешь, чтобы у тебя, вот видишь, оно должно прям плотненько проходить. То есть теперь подкрутил, протянул. Видишь, ты плохо одно сжал звено. Не дожал. И все, то есть у тебя пошло вот. То есть оно, видишь, уперлось, вот эта вот штучка упирается, все. То есть тебе должно быть сейчас равномерно. То есть вот у тебя вот сейчас ты должен протянуть. Чтобы они все выровнялись. Да, чтобы у тебя они все выровнялись. Вот идет, видишь, оп, теперь ну, стало. То есть вот по чуть-чуть подкрутил, протянул, подкрутил, протянул. То есть примерно вот до, вот как чтобы вот все вот были одинаковые, вот как здесь. То есть вот если посмотреть сейчас, то здесь широко, вот здесь узко, вот именно вот это вот, до вот это, как до этого места, то есть чтобы все были равномерно одинаково поджаты. То есть у тебя получается здесь нормально поджато, здесь сильно поджато, здесь слабо поджато. То есть твоя задача сделать, чтобы все были одинаково зажаты. А тянуть с каким усилием? Сильно или в натяжечку? Ну, чуть-чуть натяжечку, чтобы сильно. Сильно ты если потянешь, ты можешь вытянуть. Потому что где-нибудь застряло, то есть ты вот раз зацепилось, все, и ты если дернешь, у тебя все раскроются. Но у тебя, видишь, у тебя не раскрылись вот эти вот. Ты берешь и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть находишь то положение, вот. Там протянул и дальше. То есть я сейчас, ну, не подкрутил, поймай сам положение, чтобы оно одинаково, только померяю сейчас длину. Какая длина вот с этим подожженным звеном? Вот. Ну вот, отлично, у нас 20 сантиметров должно быть, то есть у нас как раз звено, пускай и обожну, то есть мы его выпустим как раз то, что лишнее было. Что я испортил. Ну да. Да прям рукой, чтобы не... Это вот первое, которое ты испортил. Давай его подожмем сильнее. Подожди, стой. Вот прям сильно подожми его, чтобы оно не мешало. Чтобы оно лезло, да? Да.
Раз. И это, да, одинаково. Вот так, да. Ты калибруешь. И тем самым... Давай. Ну, сильно поджёшь. Что-то я очкую. Давай. Не еще очкуй, чуть-чуть. Славик, да? Да. Давай. Дай. Вот она вот раскрылась. Она должна свободно вот ходить. Видишь, она у тебя немножечко, не свободно ходит. Просто ее чуть-чуть надо вот так потянуть. Прям чуть-чуть. А как растянуть просто? Просто, да, ты вот вытягиваешь, и она теперь вообще как сопля. То есть вот она как раз гнется, и она вот будет сидеть на руке прям замечательно. Еще я бы еще буквально чуть-чуть потянуть. Вот, и все, и тормози. Ну, это первое звено, которое... возьми плоскогубцами, дерни, да и все. Вот, похоже, теперь... Ну, тебе хоть самому нравится этот эффект? Да. Это женский браслет? Ну, не знаю, ты сам бы такой носил бы. Нет, наверное. Но жене подарил бы точно. Ну, вот, отлично. Пойдем теперь замок. Замок черним. Черним для того, чтобы открыть, вот, то есть он будет еще красивее. Галтуем и полировка. Скусываешь вот это звено. Вот где две, да? Да, вот тут перекусил, все. Дальше тебе нужно будет сделать колечко. Ну, поменяться мне, дать вес металла на замок вот этот вот. То есть вот мы поставим вот такой вот сюда замочек. То есть мне нужен вес металла, чтобы у нас все четко было, 100 грамм, как у тебя, как я тебе давал. Так и это самое. То есть, и сейчас мы сделаем 2 кольца, припаяем. Вот, и вот будет, получается, цепляться здесь за кольцо. И здесь кольцо будет. Вот так вот. А будет. с одной стороны я вырезаю. Смотри, как я бы делал бы. Откусил здесь, взял бы кольцо, припаял бы вот замок. И потом А потом дальше отмерил бы. И возможно, что придется и с этой стороны одно звено выкусить. Возможно. Скорее всего, то есть потому что у нас получается будет больше. Да. Тут даже больше надо, чем одно выкусывать. Потому что, видишь, 20 сантиметров, 21 женский, это какая рука должна быть? Это уже мужской браслет получается. Так что поехали. Короче, скусил. Берешь круглогубцами. Где у тебя проволока? Вот она. Да. Круглогубцами делаешь проволоку. И этот кончик тут. Раз. Вот у тебя получается 2 кольца. Если ты вот сейчас ровно вот так раскусишь, у тебя получается 2 колечка. Одно колечко пойдет с одной стороны, а другое колечко пойдет с другой стороны. Вот, раскусывай аккуратно, только не в серединку, то есть серединка, чтобы не кончиком раскусывай. Над столом все делай. Пойдем завесим. Замок весит 1,33. То есть мне нужно 1,33 металла. Еще. Ну откуси еще с другой стороны, 100% уже придется. Вот. Цепляешь вот за вот эти вот, за вот это вот 2 звена. Вот за вот эти вот 2, центральные. Да, заводи. И туда же цепляешь именно за 2. Да, за 2. Да. И теперь цепляешь туда замок. И зажимаешь. Только плотно своди, чтобы прям вот минимально были вот. Во-во-во, да. Чтобы меньше, как можно меньше было вот это расстояние. Да, ну вот так примерно, да. Можешь теперь сразу, смотри, вот отмерь. Сколько? 21. Вот получается, ты еще одно звено откусываешь. Еще вот тут вот. Да. Не, вот тут. Да. Правильно? Да.
И за него надеваешь колечко. За эти два. Да. Серединкой надо кусать же. Да неважно, это просто ты скусываешь, чтобы... Тебе нужно снять. Ну. И просто за это надеваешь кольцо. Да. И также свожу его, да? Да. Стараюсь как можно плотнее. Именно. Все. Теперь подпаиваешь это колечко. Разворачиваешь, подпаиваешь то колечко. Только аккуратно подпаиваешь, сам замок не греешь. То есть ты выкладываешь, например, вот у тебя получается вот у тебя кольцо, Ага. ты вот его выкладываешь вот таким вот так вот оно тебе должно лежать, чтобы вот тебе вот, ну, то есть только вот эту часть подпаял греть. А замок почему нельзя греть? Там внутри пружинка стоит, но он перестанет работать. Ага. Все, вот так вот макнул там. И паяешь, вот огреешь только именно вот эту вот часть. Вот это вот колечко. Да. Момент истины. Давайте напишите в комментариях, жёг он пружинку внутри или не жёг. И тадан! Все работает. Вот он, браслет. Вот такой красавец получился. Теперь мы будем... Держи. Мы будем чернить. Каким образом? Я в своих видео, так как у меня нет денег, у меня есть только серная мазь, я черню серной мазью. Но нормальные пацаны чернят содой и серой. Итак, пока он показывает, демонстрирует, как нормальные пацаны делают. Берешь ложку соды, ложку серой, меньше. Ну, вот так. И столько же, да, клади. Оп. И столько же Первым делом включаем вытяжку. Вонять будет так, что просто тухлые яйца, это вот будет счастье занюхать. Берем, начинаем греть снизу огнем. Она начинает тлеть и там превращаться в кашицу. В какой-то момент, ну, когда все уже стало черным, мы прекращаем нагрев, и это все должно само дойти. Доливаем туда воды. Оно, ну, то есть именно почти полное. И вот это все, этот раствор опять мы доводим, грубо говоря, до кипения. И вот мы получаем раствор для черни. Поехали. На сухую греем. На сухую греем, потом доливаем воды. Туда вовнутрь пламя не засовываем. Запах пошел. Как будто чем-то напоминает в детстве, когда петарды взрываешь, уже когда вот она прогорает вся. Заливаем воды. И кипятим. Браслет, вот он стал таким серым, а мы хотим видеть черным. Для этого мы кидаем на 10-15 минут в иголки. Кладем, оп. «15 минут поголтовалось, и смотрите, какое черное, прям как сталь, такое вороненое, прям
Классно. Черный цвет вообще. Мне нравится черненое серебро. Очень красиво. Итак, смотрите, наша следующая задача это располировать, то есть наружную часть снять чернь, а внутри, чтобы осталась вот эта чернота, чтобы вот подчеркивала рисунок. Каким образом мы будем делать? У нас есть круги, грубые круги, это вот эти вот, и уже которые полировать прям, ну, нежно уже там полировывают, это вот белые фетром вот такие круги. Мы сначала, мы не будем шкурить, мы сразу поставим круг и кругом будем снимать вот эту чернь. Он будет и полироваться, и сразу же будет снимать чернь. Что, погнали? Давай. А ты включил, она сама накрутится. Да? Поставь вот так вот чуть-чуть. И начинаешь полировать. Вот, видишь? Вообще, вот самый идеальный вариант это взять, зацепил замок, намотал вот так вот. И вот так вот на этой штуке вот просто берешь и вот так вот полируешь. Получается, вот здесь вот ты плохо снял, видишь, вот здесь снял, здесь нет. Получается, вот этот, ну, плохо снял, и здесь вот тоже очень плохо снял. То есть вот даже вот чернота осталась, вот. То есть получается, по сути дела, вот оно еще, ну, не располировано. А вы говорили, что невозможно научить. Пожалуйста, вот человек с первого раза, не имея никакого опыта, четко слушая то, что ему говорят, вот получилось. Продемонстрируй, пожалуйста. Самое главное слушать внимательно. Если что-то непонятно, спрашивать. Олег все объяснил доступно русским языком, скажем так. И ни одного мата. Так что дети, можете тоже смотреть. Пока нет мата. Но я думаю, что дальше будет больше. Смотри, ты сейчас отполировал изделие, оно в пасте. То есть с виду как бы ничего не нормально, все чисто, но на самом деле оно вот если взять вот так вот, вот оно пачкается. Его нужно промыть в ультразвуке. Вешаешь на этот самый, на крючочки, доставай, цепляй. Да, и опускай. Ну нет, лучше сильнее растяни, чтобы об дно не... Да, вот так вот. И нажимай на кнопку пуск. А что за жидкость тут? Вода, ферри и немножко аммиака. Немножко, просто чтобы разъела пасту. Сейчас подмоется, и мы вам покажем результат. 26-28. Ну что, друзья, вот получился вот такой вот замечательный браслет. На самом деле, вот при внимательном рассмотрении я косяков не обнаружил. Ну вот прям вот и не за что зацепиться, нечего придраться. Все, каждое звено, все звенья ровные, все идеальные, все хорошо. Браслет двигается очень, ну такой достаточно подвижный. Ну все, вот выполировано, все как я сказал, так и сделано. На самом деле, мы сейчас еще отправим в пробирную инспекцию браслет, пока его будут пробировать, потом мы еще раз финишно полирнем, и он уходит в продажу. Да-да, именно в продажу. То есть, получается, его вес получился 26-28 грамм. Ну, я думаю, что 150 рублей за грамм для начала, даже несмотря на то, что если бы я сделал, я бы дороже продавал бы. Ну вот просто Слава только начинающий ювелир, вот его никто не знает, пусть будет дешевле, вот будем продавать вот так вот. Слава, вообще ты сам расскажи, теперь расскажи ты, доволен, недоволен, что там, как Я, там? конечно, доволен, но день выдался очень трудный, я думал будет, конечно, намного легче. Вот это вот сначала горелка,
температура бешеная, жар бьет, потом вальцы, это урок физкультуры, скажем так, пришлось попотеть, а потом кропотливая работа за столом, это, ну, если честно, болит спина, болит, потому что сидишь всегда в напряжении, вот это вот мелкая моторика, дети вот разрабатывают игрушки, мелкую моторику, вот то же самое. Я скажу, это нелегко, поверьте. Кто думает, что ювелиры это легко, сиди, ковыряйся, там, паяй камушки. Не, на самом деле это, можно сказать, адский труд. Это, на самом деле, тяжело передать то, что я вот сейчас почувствовал. А еще к этому всему вы представьте, что человек, который никогда не снимался, никогда на камеру нигде не выступал, ничего, и представляете, ему еще в лицо вот это все нужно снять, камера, это еще усложняет. Поэтому я считаю, что первая серия удалась. Пишите в комментариях, как назовем этот проект. У нас сейчас будет, пока выйдет проект X, давайте так, а потом назовем, придумаем вместе название и будем уже самоследить. В следующей серии, я думаю, что мы сделаем... Что? Что скажет, то и будет делать. Я скажу, сделаем Бисмарк. Вами всеми любимый Бисмарк. Сделаем цепочку, хорошую, красивую мужскую цепочку. Кстати, также, кому нужно, пишите, там, в районе 50 грамм можем сделать. За качество я ручаюсь. То есть будет продаваться в его инстаграме. Сейчас вот здесь где-то появится вот его инстаграм. Следите, сторисы, все, я буду обучать, помимо всего, не только тому, что делать украшения, еще буду подсказывать, как вести свои соцсети, чтобы был успех. Потому что наделать-то изделий, выучиться это полдела, а другое дело, кто это будет носить. Нужно это продать. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, следите, ну, не знаю, пожелайте успехов нашему юному ювелиру. Итак, спасибо, до новых встреч.